Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Ну а сегодня давайте сделаю расклад, как ему живется с ней. Это расклад не для всех, да, если вы точно знаете, что он с другой женщиной, давайте посмотрим, как ему живется с ней. Вот. Думайте о нем, как всегда, да, можете проговорить его имя, но я часто уже стала говорить, можете и не говорить, потому что вы думаете о нем. Энергия по-любому идет. Вот. Ну и проговорить можно. Посмотрим, как ему живется с ней, с другой женщиной. Какая она, какой он, что у них творится. Так, мужчина. Давай, открой себя истинного. Открой себя истинного. 20-й аркан выходит. А что у тебя там? В кругу каких-то замкнутых линий. Жадный. Жадный. Шестерка кубков — это воспоминания прошлого и больше как прошлых отношений. Как мужчина говорит, как раньше уже не будет. Это раньше, это жадность, деньги. Почему, говорит, высшие силы, это 20-й аркан, мне не подсказали, не направили. Мужчина, тебя направляли, это ты не увидел. Тебя направляли, смотрите. Он просто другое взял в свои руки. Плохая карта. Но он думает, что против него судьба сыграла. Не он виноват, а против него судьба сыграла. То, что он искал, он ошибся. Смотрите. Если вы были женаты или вместе, да, жили, и он ушел к другой, как треугольник создал, вот ушел к другой. Хорошо, сейчас еще вопрос. Не вопрос, а если у него жена, а вы как его любовь, да? Чтобы вот вы мечтали, допустим, чтобы он ушел от этой жены. Но есть такое. Он на вас смотрит до сих пор. Он так сильно вспоминает прошлое, как у вас было. Смотрите, этот расклад и для тех, и для тех. И тот, кто потерял своего мужа, мужчину, да, к другой женщине он ушел, потерял, ну как, жив-здоров, как говорится. Или вы просто верили, что он любит вас и уйдет от жены. Он с женой или с той женщиной, с которой сейчас, он несчастлив. Он как отшельник. Здесь реально энергия сопоставима, энергия соприкасается, она какая-то поломанная, эта энергия. Мужчина злится, мужчина жадничает, мужчина обвиняет самих ангелов, саму судьбу, что эта судьба ему закрыла двери. Он никак не хочет понять, что это он виноват. Да, король выходит. Карты говорят, это ты виноват. Но он обвиняет судьбу. Что, больше обвинять некого? Двойственно, двойственно. Значит, еще кого-то обвинять, но не себя. А ты понимаешь, что ты тоже виноват? Или все-таки нет? Король жезлов. Но где-то есть понимание. Все-таки король вышел такой вот задумчивый, да. Но и в то же время я огонь. Как это меня можно было и вот обидеть, либо направить не тем путем? Я же хотел как лучше.
Ты хочешь сейчас, чтобы девушка, которая смотрит, пришла к тебе? Еще как. Ух, еще как хочет. Двойка кубков. Это сильный ответ. Да, он очень хочет. А ты понимаешь, что она не придет? Нет, не понимает. Он хочет, и все. Он хочет, и все. Даже если у вас есть другая семья, даже если у вас действительно полностью закрыты чувства к нему, ну нет их, да, уже больше. И даже осознавая это, понимает, он не понимает, ну почему она ко мне не придет. Я хочу с ней быть. И все, говорит мужчина. А если у тебя другая женщина, зачем к тебе идти? Потому что есть правосудие, потому что я хочу настоящих отношений, но я не знаю, как поступить с тем, что есть по правосудию. Да, я хочу развода. И будешь делать его. Дьявол смущает, боится чего-то. Боится чего-то. Магия, что ли, на тебе есть? Девятка, кстати, по девятке, да. Но магия на его присутствие, на его деньги, на его имущество. Его держат не потому, что его любят. Любили вы его в свое время? Может, даже кто-то из вас до сих пор любит. А вот та женщина, с которой он сейчас, она его не любит. Она любит его деньги, его участие в жизни. Принеси, подай, отвези, привези. Как-то так. Как-то так. Построение семьи и отчет такой вот документальный, да, а любви нету. Там дьявол бродит. Там в отношениях дьявол. Там, да, может быть магия. Держит его магией, чтобы он приносил доход или чтобы не упустить возможность у него дом, квартира, допустим, еще что-то. Его держат, не любят. Нет такого. Нет такого. У него одинокие ночи. Луна и туз жезлов. Одинокие ночи. Да, у него одинокие ночи. То ли они в разных комнатах спят, то ли вообще просто отворачиваются друг от друга. Либо они уже разошлись, либо так. Потому что он ее, о ней думает, о той женщине, но он ее не чувствует. Да, смотрите, туз кубков вроде бы как любовь, да, но следующий идет 5 пентаклей, а это пустота, опустошение. Я тебя не чувствую, он ее не чувствует. Это он ей говорит, кстати. А может, себе про нее. А вас? Ты девушку, которая сейчас смотрит, чувствуешь? Хотя бы душой. Он очень хочет возврата ваших отношений. Вы расстались. Это 8 кубков, это уход, но и 8 кубков это возвращение. Это очень большое желание, что он вернет вас, ну либо вернется в вашу общую жизнь, так что ли сказать, да? В вашу общую жизнь. Ну, давай еще, что там за женщина такая? Что же за женщина? А ну, опиши ее, мужчина. Как ты ее видишь, ту женщину, с которой ты живешь? Ух, какая императрица, да вы что? Такая вот, да, и хочу с ней развестись, говоришь, да, по правосудию, документы. И убежать.
на лодке из жезлов, да, и убежать. Она что, главенствует? Она любит только себя. Она может держать его какими-то бумагами. Может быть, через бумаги есть дети. Как бы, ну, тут просто я вижу бумаги, но может быть есть свидетельство о рождении, поэтому есть дети. И, может быть, детьми держит. Либо какими-то на имущество бумагами, может быть, какие-то дела у них вместе, какая-то, не знаю, фирма там или что-то еще, или просто живет в его доме и не хочет уходить. Но это, и он это понимает, мужчина. А женщина на самом деле карты, а ну скажите, какая это женщина? Двойка кубков. Она его любила. Она его любила. Но любовь ушла. Сейчас она только использует. Восьмерка опять как ответ идет. Ушла любовь. И она просто его использует. Она вернула все в понимание «люби себя». В принципе, ну, тоже старается выйти из этого. Но и в то же время упускать возможность... Знаете, как не очень приятно это все говорить, но то, что вижу, говорю. Упустить возможность использовать человека и не жить там где-то самой, да, ей это очень-очень хочется. Она его не любит на сегодняшний день, хотя любила. Но она, любовь ушла. Я, говорит, женщина, теперь буду себя любить, поэтому мне надо, чтобы у меня были деньги и человек, который принеси-подай. Мужчина, к тебе вопрос. А тебе нравится в этих принеси-подай жить? Ух, как нет, он действительно не хочет этого. Хочет убежать. Он понимает, но хочет убежать. Будешь бежать, будешь уходить. Паш Пентакли, у него есть что-то, что его держит. Хотя уйти, да, хочет. Ну что ж тебя держит, а? Это колесница. Высшие силы. То, что я сделал, куда меня привели высшие силы, пусть меня и отводят. Пусть и сами высшие силы открывают мне дороги. Он боится себя, он боится ошибиться, он боится сделать что-то не так. Ну, как и в прошлом раскладе, у него есть комплексы. Да, прошлый расклад тоже я увидела человека, где действительно есть комплексы, которые еще и навеянные сверху. Потому что если бы он остался с вами, если бы все-таки не сделал то, что сделал, плохое именно, да, то он бы вырос в своем сознании, в своей жизни. Он бы с помощью вас, вы ему тоже как проводник в жизни были даны. Он бы вырос в понимании, от него отскочили бы кое-какие комплексы, и он бы стал таким мужчиной. Но та женщина, которая рядом с ним, она не дала ему этого. И эти комплексы еще и увеличились. Как-то так. Визуально он хочет показать, что он мужик, он мужчина, он зарабатывает, у него куча знакомых. Да, он любит это. Он реально это любит, его видно. Куча дорог, восьмерка жезлов. Куча дорог, куча перспектив, он везде справится, нигде не попадет в какую-то ловушку, везде есть лесенки, продвижение к своей цели. Но его нет. Его нет. Это получается, что на публику он может играть, что семья хорошая, что жизнь хорошая, что он вообще мужик такой вот. А на самом деле его нет в этом всем. Ну, пустая карта, как бы, да? Без его присутствия. Его нет. Он король мечей, который застрял где-то. Где-то застрял. Неважно ему живется с ней, неважно.
Женщина, а ты что-то будешь делать? А ну расскажи через карты. Кстати, она тоже хочет от него уйти, но уйдет только тогда, это тройка жезлов, и тут когда кораблик встретит, когда увидит на пути еще одного человека, вот она тогда и уйдет к другому. Она об этом мечтает, но пока что еще не встретила. Пока что еще не встретила того, кто бы ее забрал. Но она об этом мечтает. Поэтому мужчина, о котором вы вот думаете, да, который сейчас пришел сюда, он со всех сторон несчастный. Ну давай еще что-то напоследок. Рассказывай, мужчина, может, та женщина тоже что-то расскажет. А так больше я даже не знаю, что еще у них спросить. Хочется исправить ему жизненную ситуацию, хочется мира в душе, хочется понимания, хочется перестать страдать, перестать переживать слишком многое, негатива держать в себе, потому что деньги деньгами, а любовь, семья и дорога в будущее, ну, хочет себе перерисовать, она важнее для него. Хотя не знает как, мужчина, не знает как. Плохо с ней. Действительно плохо. Использует она его, в какой-то транс вгоняет. Он постоянно просит у высших сил исправления, и исправления его колеса судьбы. Это Верховный Жрец и колесо судьбы. Двойственен человек, потому что не чувствует любви, которую хочет чувствовать. Вечно на нервах, вечно в каких-то ожиданиях возврата прошлого. Шестерка опять выходит кубков. Это воспоминания, которые хочется вернуть, но он не знает как король мечей. Кстати, мужчина может посматривать на других женщин, потому что любви в его жизни нет сейчас. Высшие силы, ух ты, высшие силы, 13-й аркан друг за другом. Дальше что тогда? Семерка кубков. Ух, и десятка мечей. Смотрите, если мужчина в ближайшее время решится на перемены, и он проявится к вам, здесь начнут складываться новые возможные дороги ваших отношений и вообще его жизни. Если он в ближайшее время встретится вам на пути, либо придет, либо позвонит, общайтесь, разговаривайте, если вам это нужно. Если нет, просто скажите, ну, не знаю, живи здоровым, счастливым, пусть у тебя все будет хорошо, но до свидания, да? Он должен изменить свою судьбу. Здесь идет после высшего суда. 13-й аркан — это карта смерти и восстановления, возрождения. Но десяточка мечей говорит, если он пойдет в том же направлении, он так и останется в этой десятке мечей, будет еще хуже в его жизни. Он не будет никогда счастлив. Но изменить сейчас он это может. И да, он может проявиться к вам, чтобы поговорить. Либо он пойдет в церковь и попросит прощения. Может быть, выйдет из дома и на небо посмотрит. Может, мимо храма какого-то проходить будет, даже не зайдет туда, но он попросит прощения, и тогда судьба ему даст возможность перемен наконец-то в нормальное, во что-то нормальное. И он не допустит вот эту десятку мечей в свою жизнь. Может ее получить, может не получить. Многое от него зависит. Не от той женщины, не от вас. Вот если глубоко копать, только от него. Только от него. Вот эта семерочка — это его мысли. Это он в своих мыслях. И как он будет их направлять, так и будет меняться его жизнь. Давайте посмотрим и здесь тоже, да, в этом раскладе. Если вы действительно хотите быть с ним, что карты вам подскажут? Королева кубков. Новые дороги.
Пятерочка — это выяснение, прояснение, а восьмерка — это паутина действий. Из этой паутины, из этого лабиринта непонятных отношений вывести должен все-таки мужчина. Если вы проявитесь, вы можете усугубить ситуацию и не вовремя что-то натворить, сделать. Ждите его проявления. Карты точно ждать его. Да. Да. Если вы действительно хотите проявиться, попробовать, тогда будьте готовы, что в какую-то паутину разговора вы попадете. А там уже как вы посчитаете нужным. Что-то для себя понять, разобраться, кричать, не кричать, да. Но если вы уверены, что вы можете сделать так, что дороги ваши соединятся, тогда попробуйте. Но знайте, что и покричать придется, и где-то в паутине, опять же, в каких-то ситуациях, чтобы их распутать, придется как в болоте увязаться, как это сказать, увяжешь, да, как же сказать это слово. Вот иногда говорю, знаю это слово, четко знаю, как и пишется. И вот не идет оно мне сейчас, и все. Значит, надо что-то другое. Значит, в паутинке событий. Значит, не в болоте, а в паутинке событий. Все-таки, знаете, наверное, так и есть. В болоте это грязь, это вот это все. А здесь больше как, видите, мне сами карты не дали сказать это слово. Паутинка, она легкая, и из каждой паутинки, из каждой ниточки этой паутинки складывается свой путь. Наверное, и в ваших руках связать свой путь тоже есть. Но смотрите внимательней. Этот человек сейчас, как бы нервный, в нервозном таком состоянии. И да, вы можете поругаться. Если вам это не страшно, проявляйтесь. Если все-таки хотите, чтобы больше как вы на пьедестале оказались, да, чтобы он вот еще больше побоялся вас потерять в будущем, то пусть он приходит. Вот так карты здесь сказали. Надо же, даже не сказала про болото. Ладно, значит, не надо. Что карты скажут, если вы точно уже не хотите быть с ним? Что вам карты скажут на сегодня? Разбитое состояние. Это тройка мечей, паж мечей, императрица и рыцарь пентаклей. Подожди пару дней. 3 дня. Через 3 дня у тебя что-то интересное произойдет. Реально 3 дня. Тройка мечей и 3-й аркан императрицы. 3 дня. И вот через эти 3 дня ты успокоишься каким-то новым интересным событием. Вот успокоишься. Ты что-то ждешь. Оно к тебе идет. Не переживай, уже на пороге. Не переживай, не бери многое на сердце. И в течение этих 3 дней не бери на сердце, если что-то будет вдруг не так. Через 3 дня все решится, образуется и исправится. Вот так вот тут карты говорят. Это опять же как совет на ближайшие 3 дня. Видимо, тоже важно. Именно сейчас это сказать. В прошлом раскладе, да, карты подсказали, что делать, там тоже на определенное. И здесь тоже. Вот задумайтесь, там ближе к вам вот та информация, здесь ли, да. Но что-то есть такое, что вот хочет предупредить. Неплохо. Королева жезлов, все в ваших руках, и счастье обязательно зажгется красивым огнем в ваших руках, в вашей жизни. Вот обязательно. Кстати, кто-то на вас смотрит, это точно есть. Это точно есть. Но все на сегодня. Вот такой раскладик. Думаю, карты ответили. Четко ответили. И хотели вы это услышать, не хотели, может что-то другое, но карты ответили, как оно есть действительно. Вот. А давайте я еще один вопрос задам. Вот мужчина, когда ты выходишь, мужчине, когда ты выходишь на улицу, что ты хочешь показать людям по-настоящему? Он хочет показать людям по-настоящему, насколько
плоха его женщина в его жизни. Что эта женщина делает его жизнь подвешенной. Я почему задала этот вопрос? Потому что когда он выходит на улицу, он показывает себя самым лучшим, как карты говорили. И вот я захотела узнать, а на самом деле, что бы ты хотел показать людям? А на самом деле он хочет сказать, вот эта женщина, королева мечей, которая со мной, она делает жизнь мою подвешенной. И да, он хочет рассказать это всем. Но что, не можешь? По башне не может из-за каких-то вопросов и проблемок. Но он будет стараться это все-таки сделать. Он хочет исправить свою жизнь. Все-таки башня вышла, а это исправление. Все. На сегодня все. Счастья огромадное, преогромадное вам. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие новенькие видео. Да, где-то сила захочет с вами опять связаться и что-то рассказать. Вот, и увидимся, услышимся на связи. Всего доброго, доброго вам.